Я всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Евгений, и вы на канале Invest King. И так как я получил большое количество просьб разобрать эту акцию, то встречайте и разбор компании Whale. Ну а я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита тем, кто кушает, а мы начинаем. Whale, бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире, занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля. Основные производственные мощности находятся в Бразилии, но также работает в Канаде, Мозамбике, Индонезии, Малави и Омане. Основана была в 1942 году. Капитализация компании порядка 56 миллиардов долларов США, довольно внушительно. Бизнес работает в трех основных направлениях: черные металлы, цветные металлы и уголь. В направлении черные металлы производятся железная руда и железорудные окатышки. Марганец в качестве сырья в сталеплавильном производстве. По итогам 2020 года это направление приносит компании порядка 80% доходов, что очень существенная часть. В направлении цветные металлы компания занимается добычей никеля и побочных продуктов производства, таких как медь, золото, серебро, кобальт, но на них приходится очень малая доля. Также предлагает металлы платиновой группы, приносит компании порядка 18% доходов. И последнее направление – это уголь. Добыча металлургического и энергетического угля приносит компании буквально 1% доходов. Вообще многие аналитики и инвесторы, говоря о перспективах данного бизнеса, указывают на производство никеля, который является важным компонентом аккумуляторов для полностью электрических и гибридных автомобилей. Никель увеличивает их емкость и позволяет автомобилю нарастить пробег без подзарядки. А как мы все знаем, весь мир планирует плавный переход на электрокары, и это, по оценкам аналитиков, приведет к увеличению спроса на никель в ближайшие 5-10 лет. И по итогам первых 8 месяцев текущего года мировое производство никеля прибавило 211 тысяч тонн по сравнению с прошлогодними показателями, в то время как потребление увеличилось на 384 тысячи тонн. Это создало на рынке дефицит металла в объеме 83 тысяч тонн. Компания заняла второе место в мире по добыче никеля за 2020 год, и корпорация Whale заявила, что в ближайшие годы увеличит производство никеля, основной вклад в этот рост внесет Индонезия. И как бы все замечательно, но никель приносит компании лишь 12,5% доходов. Конечно, это не нивелирует, что это безусловно очень положительный момент, что будет рост как цен, так и спроса на никель, и это может увеличить доходы компании от никеля в следующие годы. Но все же не так все радужно, как пишут некоторые аналитики, потому что даже если представить, что компания нарастит производство никеля и цены на никель вырастут, и условно говоря это направление будет приносить в 2 раза больше через 7-8 лет, то это увеличение общих доходов компании на 12,5%, а в годовом выражении это будет рост общих доходов около 2% ежегодно. Что, согласитесь, неплохо, но и не ракета, как многие любят говорить. Но почему же упали акции компании? Да и причем не просто упали, а просто обвалились, более чем на 50%. Это не могло случиться просто так, и здесь есть несколько очень важных причин. Итак, первая причина – это общая коррекция на бразильском фондовом рынке. ETF iShares MSCI Brazil, отслеживающий 55 наиболее ликвидных бразильских компаний крупной и средней капитализации, в период июнь-октябрь упал на 32%. Также инфляция в Бразилии очень сильно возросла и превысила уровень в 10,5%, что также пугает многих инвесторов. Ну и уже более серьезная причина – это падение цен на железную руду, которая, как мы все помним, приносит компании большую часть доходов. Соответственно, как мы видим, после огромного роста цен в 2020 и 2021 году, начале 2021 года, рост этот произошел из-за того, что производства начали восстанавливать свой спрос после пандемии. Производители не успевали увеличивать предложение, но сейчас картина нормализовалась, вследствие чего мы увидели резкое снижение цен на железную руду. Также есть проблемы со спросом со стороны Китая, который замедляет свое строительство. Все знают сейчас о проблемах у компании Evergrande, одного из крупнейших застройщиков в Китае, поэтому спрос на железную руду находится в довольно неочевидном положении. Довольно трудно предсказать, какие будут цены в будущем. Конечно, скорее всего, на таких низких уровнях цены долго не задержатся, и в ближайшие месяцы будет увеличение цены на железную руду до уровней 90-100 долларов. Соответственно, если 80% доходов приходится именно на железную руду, то мы можем сделать вывод: такое сильное падение цен, даже с учетом того, что
что они немножко отрастут, очень сильно ударит по доходам компании. И далее, как мы будем рассматривать динамику этих самых доходов, мы посмотрим на сравнение динамики цен на железную руду с выручкой и чистой прибылью компании, чтобы понимать, как будет развиваться ситуация в будущем. И третий очень важный нюанс, который отпугивает очень большое количество инвесторов, особенно зарубежных. Деятельность Whale за последние 5 лет привела к двум техногенным катастрофам. В 2019 году прорыв дамбы унес жизни более 250 человек. В 2015 году прорыв привел к крупнейшим экологическим катастрофам в истории Бразилии и унес жизни 19 человек. В ходе проверки в апреле 2019 года выяснилось, что в Бразилии 24 дамбы из принадлежащих Whale технически не полностью стабильны. Здесь есть два момента. Первый — это гуманный, то есть с точки зрения того, что компания стала виновником смерти огромного количества людей и стала виновником огромного экологического ущерба. Да, вы можете сказать, что курение тоже убивает и намного больше людей, но мы же инвестируем в это. Да, безусловно, но видите ли, в чем проблема? Курильщики убивают себя по собственному желанию, а здесь люди погибли по вине компании. Поэтому, конечно, отношение у каждого может быть разное, но это серьезный минус при инвестиции в компанию, особенно для западных крупных фондов. И еще такой момент. Компания один раз убила довольно много людей в 2015 году и по той же причине убила еще больше людей в 2019 году. Это говорит нам о том, что компания не делает никаких выводов. И второй момент — это экономический. То есть компания получает огромные многомиллиардные штрафы, которые ей нужно будет выплатить за понесенный регионом ущерб, что, конечно, никак не на руку бизнесу компании. Если что, компания еще не выплатила все штрафы за эти техногенные катастрофы. На самом деле, к большому сожалению, нет никаких гарантий, что это не повторится и в будущем, потому что в Бразилии нету мощной законодательной базы и сильных контролирующих органов, как это, допустим, есть в США или в европейских странах. Поэтому вполне таким черным лебедем может стать очередная авария в будущем, и к этому надо быть готовым. Но хватит о бизнесе, давайте поговорим все-таки о финансовых показателях компании. Начинаем, как всегда, с динамики доходов. Здесь сразу же бросается в глаза отсутствие стабильного роста доходов и чистой прибыли. Но так как это горнодобывающая компания, то в принципе все довольно понятно. Если мы накладываем на данный график цены на железную руду, то как раз таки и видим корреляцию. Когда цены на железную руду были низкими, компания показывала очень плохие результаты. Например, в 2009 году. В 2010 и в 2011 году цены на железную руду чувствовали себя довольно неплохо, и доходы, соответственно, выросли. Когда в 2015 и 2016 году цены на железную руду опять упали, то доходы пошли вслед за ценами на руду. Ну и те огромные прибыли, которые компания показывала последние кварталы, за счет чего у нее такие замечательные показатели стоимости, связаны они исключительно с ростом цен на железную руду. Соответственно, сейчас цены очень сильно упали, что довольно просто дает нам понять, что никакого роста доходов при таких ценах на руду точно ждать не стоит. Конечно, как я говорил ранее, прямо такие низкие уровни цен вряд ли останутся, но и чего-то сверхъестественного от цен на руду ждать тоже не стоит. Свободный денежный поток или free cash flow чувствует себя таким же образом. Давайте взглянем на баланс компании. Здесь, в принципе, мы видим благоприятную ситуацию, растут как активы, так и обязательства, но активы растут намного быстрее, вследствие чего мы получаем рост чистого акционерного капитала компании, а именно за 4 года он вырос на почти 30%, что для такого крупного бизнеса на самом деле довольно неплохо. Закредитованность бизнеса в принципе не особо большая, а именно 61%, что в принципе приемлемый уровень. Также у компании приличное количество кэша на счету. Также компания имеет очень хороший показатель interest coverage или долговое покрытие. Но здесь стоит оговориться, что он такой хороший, пока у компании есть такие высокие доходы. Соответственно, если доходы упадут, то соответственно и показатель interest coverage будет ниже. Но даже несмотря на снижение этого показателя, в принципе с долгами у компании проблем особых нету. Что касаемо чистой маржинальности, то она сейчас просто замечательная, составляет 31%. Но опять-таки, все мы понимаем, что это связано исключительно с огромным ростом цен на железную руду, которая была в 2020 и в 2021 году.
Поэтому в будущем такой высокой чистой маржинальности от компании ждать не стоит. Но вот наконец-то мы и переходим к показателям стоимости, и это, наверное, самое замечательное, что есть в компании. Показатели стоимости просто поражают. PNE компании равняется 3,5, показатель Price to Book Value или P на B 1,7, показатель P на S чуть больше единицы, показатель Price to Free Cash Flow 2,5. В общем, все показатели стоимости находятся в замечательных значениях, но в данном случае, к сожалению, мы не можем использовать эти уровни для оценки бизнеса. Мы должны взять PNE Шиллера. Кто не знает, как он работает, то он работает примерно таким образом. Чтобы рассчитать мультипликатор PNE Шиллера, нужно поделить цену компании на ее среднюю годовую прибыль за последние 10 лет. В этом и отличие от обычного PNE, который учитывает только прибыль за последний год. А как мы знаем, последний год немного нерационально учитывать, потому что цены скаканули на железную руду, соответственно и доходы выросли. И вот уже показатель Шиллера равняется уровню около 20. Но здесь тоже стоит учесть, что был довольно сложный период у компании в 2014, 2015 и в 2016 году, и прям таких низких цен на железную руду все-таки не ожидается. Поэтому справедливое значение PNE около 8-10. Именно от этой цифры стоит отталкиваться, может быть чуть пониже. Но даже несмотря на все это, компания все равно остается недооцененной. Конечно, если случится такое, что цены на железную руду снова вырастут и вырастут очень сильно, то, конечно, компания будет продолжать иметь очень низкие показатели стоимости, но пока перспективы железной руды довольно неоднозначные, потому что в Китае сейчас энергетический кризис, темпы роста как Китая, так и мировой экономики замедляются, строительство недвижимости также замедляется, поэтому пока что все довольно смутно. Ну и, конечно, никто мне не простит, если я не упомяну о огромных дивидендах, которые выплачивает компания. Безусловно, дивиденды за последнее время дают очень ошеломительную доходность в более чем 20% на вложенный капитал. При этом у компании очень низкий показатель затрат на эти самые дивиденды, а именно показатель Payout Ratio составляет лишь 55% от прибыли. То есть, соответственно, на такие огромные дивиденды компания тратит очень мало, что очень даже безопасно. Но здесь есть одно но. Компания выплачивает дивиденды в зависимости от своих доходов и состояния бизнеса, поэтому никакой речи о стабильности дивидендов здесь идти не может. Да, они большие, но компания может как заплатить их, так и не заплатить. Как мы видим, это была единоразовая рекордная выплата, и повторится ли она снова, пока непонятно. Ну и последнее, что я бы хотел рассмотреть, это ситуация с байбеком. В принципе, не могу сказать, что прямо прослеживается тенденция к выкупу акций из свободного обращения, но все же ради справедливости стоит упомянуть, что с 2008 по 2021 год все-таки количество акций немного снизилось. Хотя это происходит нерегулярно, но общая динамика все-таки хорошая. Ну вот и пришло время подводить итог. Что я могу сказать по компании? Безусловно, стоит отметить ее очень крепкий фундаментал, растет чисто акционерный капитал, хорошие показатели стоимости, в принципе не сильная закредитованность бизнеса, но, к большому сожалению, лично для меня минусов все-таки больше. Неопределенная ситуация с рынком железной руды, слишком низкая диверсификация доходов у компании, то есть 80% зависит от одного актива. Ну и согласитесь, это не есть безопасно. Также, безусловно, определенный отпечаток на мое решение откладывает катастрофы, которые устроила сама компания. Честно, начиная этот разбор, я был уверен, что эта компания имеет такие низкие показатели стоимости, просто обречена на успех. Но сейчас я уже не смотрю так позитивно на данную ситуацию. Конечно, безусловно, компания недооценена, и ее, скорее всего, ждет отскок на 20-30% при любой позитивной новости о росте цен на руду, но о каких-то больших долгосрочных перспективах я бы говорить не стал. Если хотите получать большие дивиденды и при этом инвестировать в сырье, то я бы предложил вам посмотреть на российские активы. Хоть я их и не люблю, но в этом плане им очень мало аналогов. Ну а данной компании я могу поставить лишь оценку в 5 из 10. Да, на средние сроки компания может показать неплохой результат, но в долгосрочной перспективе я ее не вижу. Конечно, если произойдет резкий рост цен на железную руду, то акция взлетит и будет чувствовать себя просто замечательно, но пока каких-то явных аргументов для роста цен на руду я не вижу. Соответственно, как только будут какие-то сигналы на это, то можно в принципе купить акцию. Если вы считаете, что есть явные сигналы к тому, что железная руда будет расти, то, конечно, вы можете написать об этом в комментариях, может быть, я чего-то не вижу. Я буду рад с вами пообщаться и обсудить эту тему. Ну и хотелось бы сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку, вы сильно меня мотивируете усердно работать и делать качественный контент. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был я, Евгений, и
и, как всегда, канал InvestKing. До новых встреч, друзья. Аривидерчи.